Друзья, всем привет! Сегодня первая серия изготовления компрессора из вазовского двигателя. Шестерочный двигатель, ребят. В общем, здесь уже все почищено, очищено и уже даже сделаны плиты. Плиты вот такого вида, то есть это клапанная решетка получается. Здесь еще сверху решетка с коллекторами. В общем, делали на ЧПУ это дело. С одного удара, друзья. С одного удара. Плита была каленая, поэтому лопнула сразу. Вот кто может повторить, друзья? Ну, мне кажется, это чемпионский удар был. То есть даже на обрабатывающем центре. Но, ребят, вот здесь фрезой заглубились туда, куда не надо. И мне пришлось заваривать. Вот, наверное, видно, что желтенькая здесь. Это заварено тик сваркой, специальной присадкой. Присадочка выглядит вот так, то есть это силициум бронза. Это не совсем мой проект, ребят, но, как видите, уже участвую. В общем, здесь все было не очень хорошо разработано. Отверстия вот эти для крепления сделаны не так, как нужно. Видите как, неправильно рассчитали программу. Но уже все готово и назад пути нет. То есть здесь косяканули, пришлось заваривать. Здесь отверстие косяканули, не так сделали. Вот, ну, куда деваться, приходится выходить из положения. Здесь был вариант рассверлить вот так, сделать отверстия овальными, чтобы посадить, ну, грубо говоря, по-нормальному. Хотя, кто его знает, нормально ли это. Либо второй вариант, к чему мы пришли, он немножко попроще. Это заварить 4 водяных канала в блоке, потому что здесь она не перекрывает и могут быть протечки. Вот эти отверстия обязательно нужно было заваривать, иначе они соединяются с клапанной решеткой. В общем, там большие клапана будут стоять, поэтому пришлось их заварить, уже все готово. Той же самой присадкой. Сварка идет по чугуну. Сейчас буду приступать и заваривать вот эти 4 отверстия. Уже все подготовлено, даже обезжирено. Наверное, надо еще пройтись, а то залапал уже при вас. Так, ну ладно, поехали. Так что, ребят, цепляем массу. Вроде бы все нормально варится, не трескается. Электрод вот такой вот. Ну, это я в глубине варил, надо подуменьшить вылет. О, вот так. И поехали. Ток 100 ампер. Здесь можно и больше, но моя сеть не выдерживает. Какие-то прострелы начинаются. Компрессор должен получиться очень мощный. Вот что получается, ребят. Такая вот структура при заваривании. На блоке остался масляный насос. Головка убрана, вместо нее сделана вот такая переходная плита. На станке с ЧПУ немножко тут просчитались. Во-первых, заехали фрезой, мне пришлось восстанавливать здесь одно место, но оно с другой стороны. А во-вторых, сделали меньше колодцы. В общем, вот как-то так получилось. Предполагалось ставить вот такие клапана. Состоит из 3 частей. Вот это, собственно, клапан, подвижная часть. Сверху ограничитель. Вот он. Чтобы больше нужного не подымалось. Ну и как бы, чтобы он не вылетал. Ну, а это основная базовая деталь. Она вот сюда должна была предположительно вставляться. Ну, вот так вот, вот как-то так сделали. Теперь даже не знаем, что и делать. Вообще без понятия. То есть это нужно, получается, все укорачивать. Здесь не переделаешь, резьбы не пересверлишь. Тут их негде, в общем-то, и пересверливать особо. Блин, короче, какая-то полная задница, друзья. Короче, будем думать пока, что делать. Вот еще одна деталь. Это, собственно, будет сверху накрываться. Здесь еще нужно отверстие просверлить.
Здесь их нет. Ну и будут коллектора впускной, выпускной. А точнее всасывающий и нагнетающий патрубок. Ребята уже сверлят отверстия, которые не досверлили, когда заказывали эту деталь. Вот так вот станочком, с водичкой идет процесс. Вот вам, ребят, еще выяснились обстоятельства. Два отверстия абсолютно не подходят. Сделано на станке ЧПУ. Поэтому будем увеличивать в бок отверстия обычной фрезой. Программа делалась по прокладке вазовской. То есть как бы прокладку дали, но что-то где-то пошло не так. А мы будем расшарошивать сейчас. Так, надо выше поднять ее. Вот здесь буквально не подходило по отверстиям, вот сейчас подходит. Как они по этой прокладке там сделали, вообще непонятно. Программист ошибся. Каждый программист может ошибаться. Ну, в общем, теперь все нормалек. Но, ребят, без фрезерного станка, без токарного, за такие работы браться, сами видите, что получается. Все заказывать, если, во-первых, дорого, во-вторых, ждать очень долго. Ну, а в-третьих, еще и не всегда получается нужный результат. И приходится допиливать. Искать токаря, фрезеровщика, там, и пятое, десятое. Ну да, и доваривать тоже, все на свете. Уже, в общем-то, все и готово. И даже клапана. Пришлось их все-таки укорачивать и тик сварочкой проваривать. Вот как это теперь выглядит. Укорочены где-то на пару миллиметров, все нормально закручивается, да и все собрано уже, собственно. Посмотрим, как работает на данном этапе. Давай, включай. Так надо, может, отойти. О! Тепленькая. Когда-то это был классический двигатель, теперь это уже практически компрессор, он немножко недоделанный, это все дело будет еще разбираться, краситься. Ну, я решил уже заснять, потому что конечный финальный результат будет, скорее всего, не скоро, и все это дело будет прятаться в темный подвал. Изначально эта вещь задумывалась под пескоструй и под малярку, то есть, чтобы можно было красить автомобили. В общем, здесь я делал муфты для соединения двигателя с блоком. Стоит 7,5 киловаттный мотор, соединяется через металлические муфты, через гранату с двигателем, ну и все, в общем-то, прямым приводом вращается. Блок двигателя остался с масляной системой, с системой охлаждения. Ну и вот радиатор. Вот этот патрубок должен подсоединяться вот сюда. Обороты электродвигателя 1500 оборотов в минуту. Сверху установлены фильтра. Это картриджи от водяных фильтров. Здесь с помощью переходников, трубопровода, фитингов все это соединено. То есть здесь всасывающая часть через фильтра. Ну а это нагнетательная сторона. Сейчас покажу вам, как оно работает. Ну что, включай. Тут бы в яму бы мне не попасть у тебя. Да подожди, какой на соплях, все нормально. Опасно. Все, поехали. Так уже сейчас работает? Все, уже работает. Воздух идет горячий. Шума, конечно, очень много.
Как всегда, звук не передается, скорее всего, на видео. Ну, тут уши просто отваливаются от такого звука. Это обратный клапан. Устанавливается, чтобы не уходило давление через компрессор обратно. То есть, чтобы держалось в ресивере долгое время. Ну и плюс запуск легче. Этот компрессор будет прятаться либо в подвал, либо вообще какую-то отдельную компрессорную комнату под него нужно. Потому что звук просто жесть. Ну, звук в итоге будет гораздо тише, потому что дуть-то он будет в ресивер. Не куда-нибудь. Так что, ребята, возможно, будет на канале Пескоструй. Андрюха будет помогать с этим делом, я думаю. Ну да. В общем, ребят, у нас на этом все. Кому интересно следить за проектом, подписывайтесь на канал. Итоговые результаты я обязательно выложу, как качает, как нагнетает. На этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока. Вот так, ребята, я не знаю, с чем это связано, но атаковали кулибины. Они меня просто окружают. Ну, крутые вещи получаются.